Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вами интересуется? Как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ой, какой вы ревнивец! Вот знаете, вы настолько человек, умеющий любить, что вот кажется, когда вы влюблены, да, вот когда у вас вообще бывает состояние влюбленности, но вы настолько бережете, оберегаете свою женщину, настолько ее ревнуете, что реально готовы там, ну я не знаю, порвать любого как тузик грелку просто. Вы человек вообще очень страстный. У кого-то даже может проиграться, что вы огненного знака зодиака. Но опять же, это, конечно, будет не у всех, потому что это общий расклад. Но в любом случае вы человек очень активный такой, знаете, вот движение – это жизнь, это про вас 100%. Вы любите, может быть, риск, азарт, какие-то, кто-то играет, ну, либо же раньше играл в азартные игры, у кого-то были любимые такие экстремальные виды спорта, может быть, да, у кого-то может проиграться, что вы любили, ну, либо же занимались вот какими-то единоборствами. Это уже у нас тоже, кстати, не один раз в раскладах выпадало в сигнификации. То есть, ну, спорт вам не чужд. Вы человек, который любит, знаете, вот любит, я не скажу, что веселье какие-то посиделки, да, но вы любите вот застолье именно в таком в тесном кругу, может быть, друзей, там, семьи, да, то есть с близкими людьми. Я не говорю, что там тусить где-то в ночном клубе вы любитель, нет. А вот именно посидеть когда-нибудь там за рюмочкой чая, да, с близкими приятелями, семьями, может быть, кто-то дружит или дружил. Это вам даже в кайф. Сказать, что вам, допустим, вот ваша карьера, вот ваша такая вот рабочая стезя, да, ну, давалась довольно непросто. У кого-то может проиграться даже какие-то, ну, такие рабочие профессии, которые, ну, реально очень сильных физических затрат требуют. Напишите, ребят. Кстати, давайте сделаем снова опрос, да? Вот с какой сферой связана ваша работа? Потому что и новые подписчики есть, и гости канала. Напишите, вот с чем связано, может быть, кем вы работаете, либо же, ну, с какой сферой связано. Вот что хотите, так и описывайте вашу работу. Мне всегда интересно читать, что вы мне пишете. Поэтому вот сказать, что вам просто на раз-два далась ваша работа и все то, что вы достигли, вот и финансы ваши в том числе, но я не могу сказать, что это вам упало с неба, как манна небесная. Пришлось долго и кропотливо работать. Далее давайте смотреть, что еще мне поведают о вас карты. Вы человек, ну, в принципе, мне показывает, что вы неплохо финансово стоите на ногах. Опять же, конечно же, помним, что это общий расклад, но я не могу сказать, что вы прям бедствуете. У вас есть, возможно, даже некоторые накопления. Пусть даже может у кого-то быть и небольшая зарплата, но вот как-то вы откладываете, вы, знаете, такой человек далекоглядный, вы не будете направо-налево транжирить деньги, особенно те, у кого, ну, не очень большая зарплата, да, вы отложите, ну так, на всякий случай, где-то там в коробочку, в тумбочку, там, я не знаю, у каждого свое укромное место, но деньги про запас есть. То есть даже если, не дай бог, кто-то из вас остался бы без работы, то все равно у вас вот будет денежка про запас лежать. Далее, вы человек, который порой бывает очень такой сомневающийся. Почему? В каких ситуациях? Ну, конечно же, в ситуациях любви. Вот что, все, что связано с отношениями, порой вас загоняет в ступор. Возможно, принятие решений. У кого-то это может проиграться, ну, либо же, вернее, проигрывалось, да, в прошлом. Уйти или остаться. Вот когда вы жили, допустим, со своей прошлой бывшей женщиной. Здесь, может быть, взвешивали вот все за и против, да, потому что у
кого-то ребенок, у кого-то квартира, не хочется дележки, машины и так далее. Ну, то есть вот здесь вот все, что касается любви, вы всегда настолько сильно взвесите. Вот именно потому, что вы, когда любите, то вы любите, ну, до такой степени, вот до последней клеточки. И, конечно же, вы не из тех людей, которые вот все рубанул, разошелся и до свидос. Нет. Вы скорее будете оттягивать вот момент, ну, я вообще говорю, да, не какую-то конкретную ситуацию, хотя, возможно, у кого-то и было так. Смотрите, вы будете, вот когда любите человека, вы будете оттягивать до последнего, да, момент разрыва, вы будете закрывать глаза на что-то, вы будете, ну, я даже не знаю, вот как объяснить, но эта женщина, да, вот может ночью переплакать, но я не думаю, чтобы вы ночью там, хотя, может быть, даже у кого-то и была так ночью скупая мужская слеза просто от обиды, от какой-то беспомощности, да, что все пошло не так в отношениях. Ну, то есть вы хватались за соломинку, да, вот хватались, когда спасали свои отношения. Кто-то сейчас, возможно, живет в таких отношениях и пытается спасти, потому что все еще любит. Вот именно из-за своей такой любви, из-за своей такой настоящей, чистой и, ну, я не знаю, к сожалению, безответной, наверное, любви. Вот потому вы и хватались, просто любя человека, да. Итак, давайте будем ближе к раскладу теперь. Кто же вами интересуется? И снова мне показывают, что вами интересуется не одна женщина. Смотрите, вообще я бы вот сказала, если коротко, вами интересуются женщины разных возрастов. И постарше, и помоложе, да? То есть кто-то из вас даже нравится, я вам скажу, что вот даже чисто внешне вот вы привлекаете как ухоженный, красивый мужчина, подтянутый, да, вот если вы, допустим, одеваетесь, пусть это не будет там какие-то шикарные брендовые костюмы, но вы всегда с иголочки одеты, обувь начищена, да, хороший парфюм, вот в таком плане, побритый, там, я не знаю, постриженный. То есть вы даже чисто внешне привлекаете многих женщин. Причем я скажу, кому-то, может быть, это будет довольно странно, много женщин, которые моложе на вас, клюют, так скажем, да. Это могут быть и намного моложе девочки. Но опять же, девочки, не девочки, у кого какой возраст, женщины, да, назовем их так. Вот как-то есть в вашем окружении даже несколько таких молодых девчонок, назовем их, да, пусть девчонки, женщины, как угодно. Я уже запуталась в ваших женщинах, ну, честное слово, казановы просто. Которые могут даже вот между собой, ну, чуть ли не сидя на лавочке, да, грубо говоря, там просто обсуждать, вот в каком плане, вот смотри, какой мужчина пошел, да, вот он такой классный, он такой, он сякой, то есть немножко они вам даже могут перемывать косточки, вот просто в хорошем смысле слова. Не сплетничать, а просто вот какое-то свое мнение говорить, что вот такой классный, да. И то есть они начинают делиться, кто что про вас знает, да. Могут говорить, что вот классный, но одинокий, классный, но, может быть, там, я не знаю, грустный. Ну, то есть у каждого это будет по-разному. То есть однозначно есть молоденькие девочки, которые вами интересуются. Но есть женщина. Вот эту женщину я бы хотела выделить. Вот она интересуется намного больше и намного серьезней. Кстати, она может у кого-то проиграться, что она далеко. У кого-то может проиграться, что она даже в другой стране, в другом городе, что вы с ней общаетесь вот, ну, именно по переписке, вот по интернету. Эта женщина давно и плотно влюблена в вас, а вы сейчас, ребят, думаете, прикидываете, у кого в жизни, в реальности, у кого в интернете, да, вот какие такие бывают моменты, да, переписок, либо же. Вот я попытаюсь сейчас вам описать коротко. Но смотрите, эта женщина уверенная в себе. Ну, скорее всего, может она проиграться брюнеткой, но это не обязательно, потому что это общий расклад, не забываем.
Она такая, ну, стройного телосложения, ну, среднего это максимум, но не полная это точно. Она уверенная в себе, она хороший рассказчик, она очень приятная в общении. Но, может быть, знаете, вот первое мнение, когда вы ее увидели, там первый взгляд, так сказать, да, могло показаться, что вот она такая вся высокомерная, эгоистичная, вот, ну, то есть был такой момент, что, ну, как-то вас она поднапрягла. То есть вы с этой женщиной общаетесь. Я не могу сказать, что вы прям так каждый день общаетесь, но опять же у каждого будет по-своему. Кто-то может быть и чаще. Не забываем про общий расклад. Далее. Это женщина, которая, она в принципе, ну, довольно неплохо одевается, может быть, даже довольно модно одевается. То есть она не какая-то там замухрышка. Она веселая, с ней интересно, она всесторонне развита, она очень такая, ну, чувственная даже, я бы сказала. Она очень, знаете, вот я даже не знаю, какое слово подобрать. Она даже какая-то, может быть, таинственная немножко. Она может, знаете, вот вроде бы общается, а потом вот какая-то недосказанность. Она может оставлять вас заинтригованным. Она может вот бросить какую-то фразу, да, ну, либо же написать. А потом вы можете ночь не спать, либо же весь вечер думать, а что же она имела в виду. И то есть вот такие вот у нее есть небольшие манипуляции в общении. Давайте разбираться, чего же она хочет, да. Знаете, у нее была довольно непростая ситуация в жизни. Вот когда-то она вообще с мужчинами какой-то период вообще не общалась. Ну, скорее всего, здесь либо же такой довольно неприятный развод был, либо просто конфликт, вот разрыв отношений. Она такая, знаете, она когда с вами познакомилась, она сама удивилась, что вот вы ее заинтересовали, потому что долгое время она вообще не интересовалась мужчинами. Вот настолько ей больно и тяжело было после прежних отношений. А здесь вот как-то вот вы начали с ней общаться, да, и неважно, в интернете, либо же в жизни, вот она понимает, что ее все больше к вам тянет. То есть она интересуется вами все больше. Вы для нее, помимо того, что интересный мужчина, интересный собеседник, вот ей с вами комфортно. Вот это слово комфортно, оно, наверное, лучше всего описывает вообще вот и отношения, и все, что между вами происходит, да? Хотя, в принципе, отношений еще нет. Это женщина, с которой вы можете общаться, ну, просто по-дружески. У кого-то это коллега, у кого-то это знакомая, у кого-то там, я не знаю, по интернету вы познакомились. Мы, как всегда, мы не привязываемся к месту, чтобы вы себя не программировали. Вы ей нравитесь своей вот даже добротой. Вот она с вами общается, и она вот как будто, знаете, она чувствует вас. Потому что, смотрите, ребят, я уже много раз говорила в своих видео, что всегда женщина любая чувствует мужчину. Чего вы хотите, как вы общаетесь, да, вот какие ваши жизненные ценности. Всегда женщина, а если она еще и дружит с мозгами, и она умная, ну, конечно же, она всегда поймет, что вы хотите, чем вы дышите и что вы за фрукт вообще. Поэтому вот она вас воспринимает и как добряка. Даже она вот почему-то решила, что вы такой вот, ну, не наивный, а такой ранимый, может быть, вот душевный, трогательный. Но опять же, это было что-то в вашем, ну, либо разговоре, в общении в каком-то, раз она сделала такие вот выводы. Она хочет стать вашей любимой женщиной, она хочет стать вот вашей императрицей. Конечно же, она ждет какого-то вот шага от вас, потому что, ну, она не наглая женщина, она не будет себя навязывать, она не будет бегать ни за кем, да. Но ей бы хотелось вот именно вашего такого более активного поведения. Вот ей хотелось бы быть с вами вместе. И она, знаете еще что? Она боится, чтобы вас, ну, не увела другая женщина. Вот этого она боится.
Поэтому, ребят, смотрите, если у кого есть такая ситуация в жизни, вот если вы общаетесь, это очень неплохая женщина, она тоже, в принципе, как и вы, травмирована, но только мужчиной, да, вы женщины, она мужчиной. Но она довольно неплохая. Вот она даже какая-то немножко бывает периодами, ну я бы скромно ее назвала. Это довольно странно, конечно, может звучать в наше время, но еще раз говорю, она не из тех, кто будет бегать и кого-то завоевывать, это однозначно. Поэтому у кого резонирует, ребят, оглянитесь вокруг, либо же кто по интернету общается. Если вам действительно нравится эта женщина, с которой вы общаетесь, попытайтесь как-то, либо же перевести эту виртуальную связь в жизнь, да, вот как-то встретиться. Если вы в жизни имеете такую вот приятельницу, да, скажем, тоже может быть там, я не знаю, пригласите на свидание, там какой-то романтический ужин устройте, еще что-то. Потому что, ну, женщина мается, женщина переживает, чтобы вас никто не увел, потому что она очень хочет с вами быть вместе. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!